Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги! Я хочу сделать для вас мастер-класс вязания этого кардигана. Кардиган я назвала «Камелия». И для этого кардигана я создала такой нежный узор, тоже называется «Камелия». Кардиган связан с простым классическим регланом сверху, с треугольной горловиной. Здесь горловина оформляется платочной вязкой и непосредственно переходит к планкам. Планки тоже оформлены платочной вязкой. Насчет образования ростка, друзья, вы знаете, я всегда применяю свой метод образования ростка. И росток я образую насчет сокращения петель по переду. И здесь тоже я применила этот метод, друзья. И технические моменты, как образовать росток, у меня есть отдельное видео на канале, и там на практике подробно показано. И по ходу оформления ростка и регланной линии, друзья, мы по переду начинаем вязать в узор. На канале, друзья, имеется мастер-класс вязания этого узора. И здесь как мы оформляем горловину, и как мы здесь начинаем планки, как начинаем узор по переду и оформляем регланные линии, все я вам подробно на практике покажу. Друзья, давайте объясню о схеме вязания этого кардигана. В горловине берем 140 петель, и по ходу образования треугольной формы горловины мы с обеих сторон по ходу вязания добавим по 5 петель. И общее количество петель в горловине будет 150 петель. И когда мы закончим горловину, вот это 150 петель делим по частям кофточки. На спинку 26 петель. Для рукава по 13 петель и по переду по полочкам по 40 петель, для планки по 7 петель и для регланной линии будет по 1 петле. Чтобы образовать росток в кардигане, друзья, мы будем сокращать с обеих сторон полочки по 27 петель. И сокращение этих 27 петель осуществляется, вот видите по схеме. Первые 7 сокращений мы осуществляем без провязывания. В дальнейшем будем чередовать сокращение петли с одной провязыванием и следующее сокращение без провязывания. И по реглан линии, друзья, добавим по 29 петель, по третьей по 10 петель. Чтобы начать узор по полочкам, друзья, я для вас приготовила вот такую схему. Эта схема нам даст удобство начать узор по переду. И здесь дана схема для правой полочки и для левой полочки. Сторона горловины переда. А эта сторона регланная линия. Даже я здесь кругляшком показала, по регланной линии берем накиды. И по ходу вязания мы здесь и оформляем росток, сокращая петли по переду. Образуем треугольную форму горловины. Здесь добавляются петли и с этой стороны, и со стороны регланной линии. Включенные петли будем включать в узор. Вот, друзья, для горловины простым обычным способом набирали 140 петель. И когда мы набирали, друзья, у нас спица будет находиться вот таким образом. И вот кончик нити. И когда поворачиваем работу, друзья, я всегда считаю ряды, именно не включая ряд набора петель. И лицевая сторона у меня будет вот эта сторона. Я так привыкла, эту сторону я почему-то люблю, мне больше нравится. Поэтому имейте в виду, лицевая сторона, ряд всегда начинается у меня с этой стороны, где у меня будет кончик нити. И начинаем вязать первый ряд. При наборе я использовала спицу номером 3.
А потом я сразу с первого ряда поменяю спицу на 3,5. И здесь, друзья, мы сразу начинаем оформлять треугольную форму горловины. Первую петлю берем на спицу, не провязывая. Вторую петлю провяжем лицевой петлей. Вот эти две петли для нас будут кромочные петли. Начинаем добавлять петли. Набираем накид и все петли провяжем лицевыми петлями. Вот, друзья, в конце ряда остались две петли, и мы здесь берем накид. Эти две петли кромочные, последнюю провяжем изнаночной петлей. Поворачиваем нашу работу. Теперь вяжем второй ряд. 2 кромочные. Накид провяжем лицевой скрещенной. Для этого берем левую стенку и провяжем за левую стенку. И опять все петли лицевыми петлями до конца ряда. И в конце накид тоже вяжем лицевой скрещенной. Вот, друзья, опять мы на лицевой стороне. Начинаем третий ряд. Точно так же повторяем процедуру. 2 петли кромочные и берем накид. И все петли провяжем лицевыми петлями. Точно так же, друзья, в конце ряда, не доходя 2 петли, тоже берем накид. И на изнаночной стороне эти накиды провяжем лицевой скрещенной петлями. Вот таким образом, друзья, мы всего добавим по 5 петель с обеих сторон и горловину провяжем 10 рядов. Когда мы закончим горловину, друзья, мы с вами увидимся. На 11 ряду, друзья, мы будем отделять части кофточки. Это планки. 40 петель для левой полочки. Ставим красную маркировку. И после красной маркировки регланная петля. Потом посчитаем 13 петель. Ставим маркировку. Потом регланная петля. Посчитаем спинку 26 петель. Ставим маркировку. После маркировки регланная петля. Посчитаем 13 петель для правого рукава. Ставим маркировку. И здесь регланная петля. Потом посчитали 40 петель. И дошли до петли планки. Здесь тоже ставили черную маркировку. И, друзья, на этом ряду все петли провяжем лицевыми петлями без никаких манипуляций. И когда мы дошли до правой планки, здесь мы будем открывать петельку для пуговицы. И я вам сейчас это покажу. Первую петлю провяжем лицевой петлей, потом вторую, третью петлю провяжем вместе с наклоном вправо. Берем накид и 4 петли. Последнюю петлю провяжем, как всегда, изнаночной петлей. Поворачиваем нашу работу. Теперь, друзья, мы на изнаночной стороне. Планки вяжем лицевыми петлями. Накид тоже вяжем лицевой петлей. Вот, друзья, мы здесь образовали отверстие для пуговицы. После черной маркировки все петли провяжем изнаночными петлями до петли левой планки, до голубой маркировки. Тоже без никаких манипуляций. Вот, друзья, дошли до петли левой планки, где у нас голубая маркировка. И здесь мы отрезаем нить. И, друзья, рабочую нить подкрепляем начало левой полочки. Вот здесь. Все петли переводим на левую спицу. И здесь мы начинаем сокращать петли для образования ростка. Подкрепим нить здесь. Первую петлю провяжем изнаночной петлей. И следующие 2 петли провяжем вместе с наклоном вправо.
берем обе петли таким образом и провяжем их вместе. Поворачиваем нашу работу и отмечаем на бумажке. С левой стороны сократили одну петлю. Вот видите, мы на лицевой стороне. Будем все петли провязывать лицевыми петлями и заодно будем оформлять регланные линии. И вяжем до начала правой полочки. И здесь тоже будем сокращать петлю для образования ростка. Первую петлю берем на спицу не провязывая. Лицевая петля, до маркировки накид, регланная петля, накид, петли рукава. До маркировки накид, регланная петля, накид, спинка. До маркировки накид, регланная петля, накид, петли рукава. До маркировки накид, регланная петля и накид. И вот здесь тоже сократим одну петлю для образования ростка. Первую петлю провяжем лицевой петлей и эти две петли провяжем вместе. Для этого их переправим и провяжем вместе с наклоном вправо. И отмечаем на бумажке. С правой стороны тоже сократили одну петлю. Поворачиваем нашу работу. Вот, друзья, мы на изнаночной стороне. Первую петлю берем на спицу не провязывая. И петли провяжем изнаночными петлями. А петли возле реглана провяжем изнаночно скрещенной. Петля реглана. Прошлый накид мы провязывали за левую стенку вот таким образом, чтобы левая стенка расположилась перед левой спицей. Вот так. А теперь эту накид мы перепоставим вот таким образом и провяжем за левую стенку, брая вот таким образом. Вот. Видите, да? Если вам запоминать очень трудно будет, можете взять петлю изнаночной скрещенной, как вам удобно. Здесь тоже еще раз покажу, друзья. Вот накид располагается вот таким образом. И берем за левую стенку и провяжем скрещенной изнаночной. Регланная петля. И этот накид мы перепоставим вот таким образом. И потом перевяжем ее за левую стенку, которая находится сзади спицы. Будем провязывать все петли изнаночными петлями. Когда дойдем до петли левой полочки, и здесь покажу, как мы еще будем сокращать петли для образования ростка.